В нашей студии Николай Леонов. Мы с Катей сказали, ой, сейчас будет котик. И нет, он есть, но как бы не тот, которого мы ждали. Доброе утро. Но это не будет шерсти. Сегодня мы покажем, как кошки кашляют. Потому что это самая такая, наверное, одна из частых проблем, когда владельцы обращаются в клинику и говорят о том, что моя кошка кашляет. И обычно этот кашель приступообразный. Обычно как это происходит? Кошка сидит и внезапно, или она только что проснулась, или она только что поела, начинается кашель. Она вытягивает шею вперед, и иногда это может похоже быть на рвоту и заканчиваться, в отличие от рвоты, не кормом, да, а кошка откашливает какую-то светлую жидкость, слизеобразную. И вот здесь нужно разбираться, это почему кашель это был. происходит. Я Это был кашель. Такую историю нашего кота. Да, если мы говорим о рвоте, то брюшные мышцы брюшного пресса будут напрягаться, вы это увидите. Да, кошка пытается позывы, они тоже будут, голова будет немножко подаваться вперед, но это все закончится часто кормом, каким-то количеством корма. А вот кашель будет заканчиваться каким-то количеством, либо ничем, либо каким-то количеством такой прозрачной слизи, или, может быть, слегка темной. Иногда бывают прожилки крови, потому что раздражение происходит пищевода или глотки, и происходят такие выделения. Почему? Вот здесь причин очень много, и основные из этих причин, когда вы приходите к врачу, мы будем говорить о том, травили ли вы паразитов у кошки, потому что некоторые стадии нематод происходят в трахее и часто могут приводить к кашлю. И первое, что мы сделаем, мы потравим паразитов. Конечно, если это состояние, стабильная кошка, которая ест, пьет, у нее просто кашель, да? Иногда хронический кашель. Второе, мы пошлем вас на рентген. Зачем это требуется? Потому что кашель у кошек практически, наверное, в 80% случаев всегда связан с астмой. Так вот, если у собак мы слышим кашель и говорим о том, что это сердечный кашель, особенно если собака в возрасте 7, 8, 9 лет, то с кошкой мы об этом не будем даже думать, потому что сердечного кашля у кошек практически не бывает. Никогда. А у кошек бывают простуды? Ну, там, не знаю, пневмонии. Да, там, вот это следующая причина, это фарингиты, ларингиты, трахеобронхиты. Конечно, бывает. И они в острой фазе иногда проявляются кашлем, но чаще всего это все-таки першение, это отказ от сухого корма, но поедается влажный. Эта кошка приходит к вам, просит еду, вы ей даете, она не ест, нюхает, интересуется, но не ест, потому что все-таки неудобно, страшно, так как возникает болезненная реакция, и она для животного неприятная, и эту реакцию никак нельзя перевести в другое русло, потому что ей неприятно. С этим можно справляться самостоятельно, ну, там, не знаю, переждать, там, 3, 5, 7 дней? Так вот, если мы имеем паразитов, да, мы их потравили, и практически через 7 дней кашель пройдет такой. Он, конечно, приступообразный, он появился внезапно и продолжается там 2-3 недели. Если это астма, то чаще всего это зима, осень. Почему зима? Потому что сухой воздух в квартирах, увлажнителей у нас мало, много пыли, и кошка, конечно, зимой будет такой кашель часто проявлять, осенью тоже. Часто летом и весной меньше, потому что кошек-аллергиков не так много, как людей. И весной все-таки, летом у нас влажный воздух, мы начинаем проветривать помещение. А осенью и зимой мы, наоборот, их закрываем, и это проблема. Это часто постоянный приступообразный кашель у рыжих кошек и часто у черных кошек. Это как связано? Да, особенно рыжие коты, это коты практически на 100% все имеющие астму. Мы проверяем это рентгенологически, сдаем анализ крови, практически всегда это подтверждается. Если у нас на приеме рыжий кот с кашлем, то практически всегда мы будем говорить о астматическом кашле. А когда начинать волноваться хозяину? А вот когда начинать... Сколько раз в день надо кашлять? И вот коту? в третьем случае, когда у нас возникают фарингиты или бронхиты, когда кошка не ест, у нее сначала развивается вот такой кашель с выделениями, а потом начинается рвота, потому что она не ест, то вот тогда нужно сразу идти в клинику, потому что в третьем случае
часто может дальше возникать отек легких. Отек легких у кошек заканчивается всегда гибелью практически, и ничего сделать с этим нельзя. Поэтому, если ваша кошка не ест, если ваша кошка приступообразный кашель, если ваша кошка, качество жизни ее страдает, да, кашель постоянный, 10-15 раз в день, вы не можете ночью спать из-за этого, что за день? Да, то кашля. здесь Нельзя нужно... не заметить. Да, нельзя не заметить. То и очень важно, если вы это видите, первое, как и при эпилептических припадках, что вы должны сделать? Вы должны снять на видео то, что происходит с кошкой в этот момент, потому что 90% информации, которую доктор получит, это ваше видео. Это очень важно для нас, потому что есть определенные этапы, по которым мы увидим, какой кашель, откуда он проявляется и почему это то есть происходит. не факт же, что она будет кашлять в момент, когда ее привезут. Конечно, так она не будет кашлять, она будет в шоке. Она приехала к врачу, никто Она, не наоборот, любит зажмется, врачей. если Конечно. не выдам своего. Я Конечно. кашлю? Нет, я не кашлю. Все хорошо, везите меня обратно. Да, это так часто и бывает. Вот, поэтому То есть очень важно. самое главное, снимайте видео кашля своего кота и с этим видео уже обращайтесь в клинику. Если конечно. это не вот тот третий случай, а все-таки первые два, то сколько нужно, то есть там частота кашля какая, и там когда запаниковать надо? Вот как раз первые два случая, это всегда владельцы приедут в клинику, потому что кашель приступообразный, постоянный. Страшно выглядит, Да, да? от 2-3 раз в день он проявляется, и это проявляется неделями, и владельцам это очень быстро надоедает, и часто через 2-3 недели они уже находятся у нас. То есть там и- 2-3 недели, а здесь буквально на А несколько здесь сразу, дней, да. конечно. Ну, видите, часто же такое происходит. Кошка не ест 1-2 дня, на 3-й день пройдет, на 4-й. И часто это происходит, это не проходит, и мы едем срочно, неотложное состояние, 3 дня кошка не ест, экстренно, срочно примите нас 9:30 под закрытие клиники. Так часто бывает, поэтому не паникуйте. Если ваша кошка не кушает хотя бы 1 день, нужно сразу ехать к врачу, не пытаться лечить, а сразу ехать. У меня остался только один вопрос, может быть, он даже риторический. Где кошка, которая живет 100% своего времени в теплом доме, может подхватить пневмонию, бронхит? Ну, или вот эти, да. А очень легко. Ваша кошка где спит? В теплом месте часто. Либо на батарее. А вот когда кошке становится жарко, она идет к балкону или идет на прохладный то есть кафель переохлаждение вот в эти ванну. вот. Особенно если ваша кошка толстенькая и хорошо накормленная, то переохлаждение может случиться очень быстро, и они не замечают этого, и часто это проявляется. Конечно. Берегите своих котов, потому что им не объяснить, что надо соблюдать режим тепловой, особенно зимой. Конечно. Если заболел, обращайтесь в клинику. Николай Леонов был у нас сегодня в гостях, и мы продолжаем нашу программу.